Вітаю вас! Я Світлана. Мій сад знаходиться у Київській області, і я покажу вам сьогодні знов свої троянди, поки не закружляв нас новий сезон їхнього цвітіння. Скоро пойдем хвойные смотреть, вот такие красивые. Ну, а сегодня, пока дождь со снегом у нас, представляете, я покажу вам еще 7 розовых роз. Начать хочу свой обзор розовых роз с розы Айсфогель. Это селекция Тантау 2016 года роза необычайной красоты. Снимала ее мало, потому что посажена она у меня была не очень удачном месте. Более рослые и шикарные красотки закрывали ее. Роза голубой зимородок. Новый сорт ароматных чайно-гибридных роз ностальгической формы. Размер цветка 10-12 сантиметров. Удивительные у нее переливы розово-лавандовые и даже немного сиреневого оттенка. По мере распуска Айсфогель показывает центральные лепестки медово-абрикосового оттенка. И этот контраст есть изюминкой этого сорта. Ароматно цветет небольшими кистями по 3-4 бутона. Следующая розочка Джеймс Гэлвей. Дэвид Остин 1985 года. Довольно старый сорт, но такая роза, мимо которой не пройдешь. Я ее заказывала 3 раза, и каждый раз мне приходил пересорт. А когда наконец ее получила, не узнала. 2 года малюсенькие невзрачные цветы были. И только в прошлом сезоне 2023 года куст нарос, распушился и показал свои идеальные цветы. Лепестки уложены в правильную розетку в строго идеальном порядке. Цветок с отогнутыми внешними лепесточками очень ровненькие и красивые. Сам размер цветка довольно средний, но когда куст разрастется, цветок становится больше. Лепестки нежно-нежно-розовые в центре и более бледные по краям. Небольшой аромат розового масла. Ее можно вести как небольшую плетистую розу. Она может разрастаться до 2,5 метров. Куст довольно широкий и высокий, а ветви мягкие, которые можно крепить на опору. Следующая моя розовая розочка The Elmwick Rose. Опять же Дэвид Остин, 2001 год. Цветок растет до 10 сантиметров с нежным ароматом розового масла и малины. Бутон такой вазообразной формы постепенно открывается в правильную чашевидную розетку. Цветки теплого розового оттенка. Эта роза прямо заслуживает внимания. У меня, к сожалению, она 2 раза пересаживалась, и поэтому цветет не очень обильно. Ее закрывал тут куст древовидного пиона, который я как раз пересадила, чтобы ей было солнышко. Она немного на нидеформис вот такой у меня полегла. Но смотрите, какой очаровательный у нее цвет. Теплый, нежный, розовый. Следующая розочка, о которой я хотела вам рассказать, это роза Cottage Rose. Когда я рассказывала обзор роз на своей круглой клумбе, я вскользь о ней говорила. Это тоже Остин, 1991 год.
Этот сорт я покупала для высадки вообще-то в кашпо, хотела на крыльце розы в кашпо. Но спустя месяц после посадки поняла, что что-то не так, и пересадила ее на большую розовую клумбу. Правильно сделала. Роза нежно-розовых с лавандовым оттенком цветов. Ветвистый, невысокий. Он в принципе подходит для кашпо, но не выносит полное солнце, как в принципе все лавандовые розы. Прямые солнечные лучи не любят. И поэтому, как я не поливала, как я не носила этот горшок по террасе то в тень, то туда, все равно они у меня паникали. Реанимация восстанавливала этот кустик только к следующему утру. Посмотрела я на это и пересадила на клумбу. Цветочки немножко как бы растрепанные такие, но хорошенькая. Подойдет для переднего плана небольшим бордюром, но имейте в виду, что любит полутень. Следующая роза Поль Нейрон. Франция, 1869 год. Представляете? Это старинная сорт роза. Попала ко мне пересортом. С помощью вас я ее определила. Очень похоже на пион, правда? Это старинный сорт с крупными пионовидными цветами до 18 сантиметров, без шипов. Длинные, плотные ветви, крепкие очень, хорошо держат цветок. Роза имеет аромат розового масла. Ее, кстати, используют и я. Варила из нее розовое варенье. До сих пор еще пару баночек стоит. Как раз из этой розы вкуснейшее варенье получается. Цвет густо розовый с таким немножко сиреневатым отливом. С той стороны лепесток немножко светлее, как серебрица. Куст довольно высокий, выше пояса. Листья крупные, блестящие, светло-зеленые. Следующая розочка очаровательная Лариса. За нее как раз вопрос у меня был. Купила шарап Лариса, не знаю, что с ней делать. Вот она, Лариса. Кордес, Германия, 2008 год. Цветочек небольшой, 5-7 сантиметров, но их такое огромное количество в соцветиях, по 5-12 цветков. Аромат очень слабый. Цвет нежно-нежно-розовый, теплый. Я бы отнесла эту розу к свадебным. Красивые из нее букеты для невест получаются. Листва темно-зеленая, вот такая, глянцевая, обильно цветущая. Интересное свойство у нее: куст после цветения самоочищается. Засыхает цветочек и вместе с череночком отпадает. Эту розу часто используют для создания живых изгородей, как бордюрную розочку используют. Красоточка. Роза имеет мировые награды, я думаю, заслуженно. Ну и седьмая роза, я вам ее уже показывала, это роза Валдбери. Но вы просили показать куст еще раз, какой он сейчас. Выведена Кристианом Эверсом в 2013 году. Эта розочка у меня подросла, наросла. Это 2,5 года куст. 2,5. Ну, это ее будет уже 3-й сезон. На канале есть ее обзор, можно посмотреть основные характеристики там. Но она еще молоденькая, когда я ее в обзоре показывала. Роза цвета и аромата лесных ягод. Цветы с несколькими завитками в центре бутона, вот такими красивыми. Роза удивительная, просто невероятной красоты. Реверс с другой стороны более темный, розовый, даже я бы сказала фуксиевый, а наружный край, отгибаясь, показывает нежно-розовый цветок. Розу эту советую посадить, она довольно высокая, где-то по пояс будет, цветет очень обильно и одиночными, и небольшими кистями. С ароматом лесных ягод, представляете?
И вот такие завитки по лепесткам. Ну, у меня на сегодня как бы все. Это не все мои розовые розы, как вы можете понять. Их у меня вообще роз более 200 сортов. Скоро покажу новое цветение. Уже кустики хорошо наросли. Я их уже удобрениями удобрила. Задавайте свои вопросы. И до встречи в новом видео. Будем смотреть мои ели с малиновыми шишками. Их у меня уже 3. До встречи!